Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья Сергеевна, и мы продолжаем с вами уроки по коррекции дискалькулии. На прошлом уроке я рассказала о том, что надо лепить цифры из пластилина. Нужно лепить как цифру, так и количество числа. Нужно давать ребенку его на ощупь определять. Нужно писать на ладошке. Вот что мы делаем дальше. Итак, мы должны с вами пролепить первый десяток. И чем вы больше его отлепите, тем будет лучше. Каждый раз давать ребенку на ощупь определять цифры. И постепенно хорошо вводить, давайте ребенку несколько предметов в руки, чтобы он мог посчитать. Я уже говорила о том, что хорошо детям давать предметы фигуры, и чтобы он определял количество уголков на ощупь. Можно давать ему, например, слепленные же им шарики, и чтобы он на ощупь их пересчитывал. Покатал и сказал, там, у меня 2 шарика в руках. Или 4 шарика. Итак, мы с вами пролепили цифры, и ребенок у вас научился каждую цифру на ощупь определять и безошибочно говорить цифру. Научился. Значит, теперь переходим к счету. Еще раз повторю, для того, чтобы ребенок учился соотносить цифру и количество числа, вам понадобится, очень хорошо подойдет книжка «Количество числа». Здесь много таких заданий, где можно детям показывать и спрашивать, сколько здесь, чтобы он говорил, здесь 2, здесь 3, здесь 4. Не пересчитывая. Вам нужно добиться, чтобы ребенок, в зависимости от возраста, если ему еще меньше 6 лет, то хотя бы до 5 мог всегда назвать, что здесь 5. Дальше ему будет сложновато. Значит, дальше мы учим ребенка считать подряд. Да? На самом деле, вот норма развития, чтобы ребенок умел называть все цифры до 10, это в 5 лет. Значит, и здесь нужно ребенка тренировать, называть цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И уметь их называть в обратную сторону. Вначале я рекомендую называть цифры до 5, и потом от 5, 5, 4, 3, 2, 1. Для этого лучше всего подойдет игровая деятельность для ребенка. Например, когда вы выходите гулять и даете ему задание куда-нибудь побежать. И, как раньше запускали ракету, говорили 5, 4, 3, 2, 1, старт. И ребенок у вас на это же начинает бежать. И таким образом он сам с вами будет считать в обратном порядке. Для чего нам это нужно? Поскольку дети с дискалькулией, им тяжело, вот дискалькулию еще сразу видно, потому что ребенок не понимает ни плюс, ни минус, ни равно, он в них путается. И когда дети, например, приходят в 1 класс, во 2 класс, они, когда видят эти знаки, они путают, какое действие им нужно сделать. Вот, поэтому счет очень простой. Значит, мы, итак, еще раз повторяю, лепим сначала цифры, лепим количество числа, показываем детям картинки, определяем количество хотя бы до 5, чтобы ребенок не пересчитывая говорил, тут 5. После этого, значит, используем следующий счет. Например, нам нужно посчитать, вот он видит на картинке, нарисовано 2 предмета. Вот, например, я положу там, у нас 2 фигуры. А рядом еще лежат еще 3 фигуры. Как ему посчитать? Вот он может только определить, тут 2, а тут еще 3. Значит, мы загибаем, значит, от большего числа определяем сначала большее число, тут 3. Значит, сколько у нас еще есть? Еще есть 2, поэтому загибаем 2 пальца. И дальше продолжаем счет. Вот он говорит 3, дальше 4, 5. Для начала нам нужны картинки. Я в следующий раз расскажу, как сделать самостоятельно, на следующем уроке, как сделать самостоятельно пособие с этими картинками. Вот я в данном случае взяла игру банды умников «Турбосчет». Она нам подойдет. Хотя вот лучше, конечно, с детьми сделать самостоятельно эти картинки самостоятельно с помощью наклеек. Итак, вот ребенок у вас смотрит на картинку. Внизу у нас 3. И он говорит 3 лягушки. И, например, 2 ежика. Он не может сказать, сколько это будет. Но он знает, что точно вот это 3. Он может определить. 3 лягушки. Дальше он загибает 2 пальца. И продолжает считать. Значит 4, 5.
Такое упражнение надо делать и с помощью пальцев, и просто с помощью продолжения счета. Он говорит, тут у меня 3, дальше он подносит первый ежик 4, второй ежик 5. Берет следующую картинку, может определить здесь 4 и 4, да, предмета. Значит, 4. Дальше в продолжении считает 5, 6, 7, 8. Также делается на пальцах. Можно просто не пользоваться, когда вы просто просите, например, к 4 прибавить 2, да, уже посчитать в уме. Значит, опять у нас тут 4, значит, загибаем 4 пальца и продолжаем считать. 5, 6, 7, 8. Получили 8. Также можно с детьми и вычитать. Для этого нам нужно считать в обратную сторону. Если мы с вами, например, от 5 отнимаем 3, загнули 3 пальца и считаем. Значит, 4, 3, 2. Получилось 2. Вот таким способом ребенок учится в продолжении считать. И это упражнение очень полезно для тренировки счета. Многие родители опасаются, что ребенок так и будет считать на пальцах. Но на самом деле для детей с дискалькулией это самый хороший выход. Пусть они считают с пальцами. Затем я расскажу, как с помощью пальцев считать, как и столбиками решать. И постепенно увеличивать счет. Так, теперь я хотела бы рассказать, значит, у детей, у которых и дискалькулия, и дислексия, у них есть такая особенность. У них очень сужено поле внимания. То есть если человека взрослого попросить развести, или ребенка, у которого все, попросить развести пальцы, и он будет одновременно смотреть вперед и как бы периферическим зрением видеть 2 пальца, то в норме человек разводит достаточно далеко, широко руки разводит и видит свои пальцы. Дети с дискалькулией, с дислексией, у них очень сужено поле внимания. И поэтому необходимо делать упражнения, чтобы расширить поле внимания. Для этого нам подойдут любые игры с мячом. Или вот игры с такими вот мешочками, с наполнителем. Для начала вы просите ребенка просто кидать мешочек из одной руки в другую. И глазками следить за траекторией движения. Сначала у него будет небольшая траектория, чем дальше будем разводить руки дальше, и следить глазками за тем, как у нас летает мяч. Таким детям очень полезно играть в футбол, потому что в футболе дети сразу следят за мячом, да еще и планируют, куда мячик они хотят, чтобы он полетел. У детей с дискалькулией и дислексией очень специфическая моторика, и часто им тяжело играть в мяч, но это не повод не играть. Чем больше вы будете придумывать игры, только игра должна быть с удовольствием, чтобы он с удовольствием с вами гонял мяч по двору и кидал мячик из рук в руки. Если ребенок научится хорошо перекидывать один мячик, то есть или одну подушечку, ему можно предложить перекидывать 2, да, то есть мы учим ребенка жонглировать. Это тоже очень хорошее упражнение, которое подойдет для коррекции. Значит, следующее упражнение, которое я вам расскажу, значит, вы просите ребенка, сами берете 2 мешочка, вот я пользуюсь именно мешочками, их удобно ловить, в одну руку, и из одной руки кидаете ребенку. Ребенок ловит ваши мешочки 2 руками сразу. После этого кладет в одну из рук и кидает вам. Значит, сначала нужно дать ребенку покидать так. Он не будет, скорее всего, этот ребенок в вас попадать не будет. У вас мешочки будут лететь в разные стороны. Значит, когда он просто поэкспериментирует, дальше вы объясните ему, значит, что нужно кидать приблизительно в пупок человека напротив тебя стоящего. Как только тогда ребенку будет легче понять, как ему действительно действовать, чтобы вы поймали. И дальше задача стоит у ребенка в том, чтобы он выигрывает тот, у кого соперник, которому он кидает, выигрывает тот, у кого партнер ловит все мешочки. Вот выигрывает тот. И обычно я, когда играю с такими детьми, если я не могу поймать, я прошу детей всегда поднимать вместо меня и давать мне в руки. Им это очень быстро надоедает, все время нагибаться и поднимать, и они начинают попадать
педагогу или родителю в руки. Значит, если у них легко удается это перекидывать уже, можно попросить их встать на одну ногу и кидать с одной ноги. Если это тоже удается легко, в следующем задании мы 2 мешочка кидаем и 1 мешочек держим на голове. И надо кидать так, чтобы и попадать в руки партнеру, и чтобы мешок оставался на голове. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И мы ждем дальнейших встреч с вами.